Всем привет! С вами Алекс, и сегодня я делаю обзор на три совершенно разные гитары. В принципе, такие обзоры обычно никогда не снимают, потому что просто не совсем корректно сравнивать эти три гитары друг с другом. Но некоторых такой вопрос интересует, и поэтому мы попробуем их сравнить. А также я расскажу об особенностях всех этих гитар, потому что у меня эти гитары уже давно. Я ими много уже времени пользуюсь и знаю все их преимущества и недостатки. То есть в данном случае, да, вы увидите обзор не от человека, который вот первый раз взял в руки какую-то гитару, знаете, как рекламу, да, снимают вот всяких гитар, типа, о, там, да, отлично, строит, вроде бы как, все отлично, звучит, все, берите. Нет, вот, мы их рассмотрим в разном контексте, расскажу все плюсы и минусы. Ну, короче, устраивайтесь поудобнее. Погнали! Итак, забираем вот эти две гитарки. Они у меня вот в таком виде хранились, наверное, уже года полтора, а то и два. Я их вообще не доставал, не играл на них. Даже, ну-ка, интересно. Так, расстроено. Чувствуете? Флойд делает свое дело, и топ-локи. Ну, в общем, окей, берем и погнали тестить. А вот в таком комплекте шел PRS. Это, я так понимаю, оригинальный их кофр. Я его покупал с рук, но судя по тому, что вот это вот все наполнение там было, были вот эти ключики от... Типа, чтобы не открыть. Смешно, конечно, просто заберут кейс и все. Ну ладно, в общем, были эти ключики. Вот. Вот такая вот фигня там шла. Здесь серийный номер, кастом и так далее, стандарт. Звукосниматели, когда было сделано, видите, да? В 2007 году гитара была сделана. Гарантийная, короче, какая-то фигня. Тут, правда, написано, я не понимаю, почему, модель Маккартни ЦУ или что там, CS 24. Дата покупки. В общем, непонятно. Что-то, может быть, не то вписали, а может быть, просто они так у них называют это, не знаю. В общем, грубо говоря, там... вот давайте посмотрим. Здесь вот есть номер. 118 718. Я помню, на гитаре у меня такой же номер. Серийник. 118 718. То же самое, да, ведь? Да, то же самое. Ну, по серийнику оно совпадает. Короче говоря, вот такой вот комплект. Видите? Фокусировка. Фокус. Вот. Вот такой вот комплект. Это вот кастому идет, 24-му, который был сделан в 2007 году. Давайте посмотрим теперь. Ibanez. Да, я ее покупал сам, новую. Вот. Гарантийный талон. Эти трейд, электрогитара, Ibanez и так далее, тому подобное, серийник. Там бла-бла-бла. И когда это было? 16 сентября. А какого года-то? Забавно. Вот здесь вот. 2007. То есть гитара тоже 2007 года. Это очень забавно. Эта гитара 2007 года. Эта гитара 2007 года. И вот та гитара, это не родной кейс, если что, этого Фендера. Она так приехала ко мне из Штатов. Тоже 2007 или 2006 года. Вот. Итак, начну я свой рассказ с гитары Ibanez, да, RG1570. Эту гитару я купил самую первую, вот, по цене в $1000 в магазине именно новенькую. На тот момент это было 26 тысяч рублей. Значит, сразу же о плюсах. Плюсы состоят в том, что Флойд действительно очень хорошо держит строй. То есть на видео вы можете увидеть, как я достаю эти гитары, да, и видно, что
Эта гитара гораздо лучше сохранила строй, чем телек. Флойд хорошо держит строй, очень надежная, гриф практически, то есть, ну, сложно как-то там сломать, или его маловероятно, да, что его поведет куда-то, именно за счет того, что тут склейка из 5 кусков. Вот. Дека также сделана из 3 кусков, то есть хорошо держит строй, надежная. Ну и также могу сказать, что звук у нее тоже очень неплохой. Ему не хватает глубины, наверное, да, как той, которая есть, например, там у Фендеров или там у Гибсонов, не знаю, у PRS. Вот. Но при этом у нее отличный, просто превосходный сустейн. Вот. Классные такие визжащие ноты получаются. Вот. Поэтому могу сказать, что в принципе для многих категорий музыки, да, эта гитара тоже подойдет. Хотя, конечно, в первую очередь она как бы предназначена для рока, да, то есть RG-серия для рока считается. Для рока, может быть, тяжелого рока какого-то и так далее. Вот. Из минусов именно то, что, во-первых, Флойд, да, если вы им пользуетесь, то его нужно обязательно, когда вы попользовались, его нужно обязательно возвращать на то же место, где он был. Почему? Потому что даже незначительное, да, изменение положения влияет на строй. Вот, и строй восстановится только если вы обратно вернете, грубо говоря, в то положение, где он и был. Это первый, да, недостаток. Вот, второй недостаток. Флойд очень сложно настраивается. Это действительно так. То есть вам необходимо как бы тут регулировать винты, то есть вот если лопнула струна, да, или если вам нужно перестроиться в другой строй, то это тяжелый случай. Эта гитара ни в коем случае не должна вообще приобретаться, да, или рассматриваться, если вы планируете менять строй во время выступления. Это нереально будет сделать, так что забудьте о ней вот в этом случае. Вот. Ну, собственно говоря, наверное, все. Что я могу еще про нее сказать? Отличная рабочая лошадка. Ну, еще минус, да, вот этот вот сингл. Мне, честно говоря, он не нравится. Во-первых, я им практически никогда не пользуюсь. Во-вторых, он мне мешается. Ну, может быть, я как-то, конечно, неправильно играю, но он мне реально мешается. Дальше. Телек. Телек у меня уже появился после РГХи. Он тоже где-то 2006-2007 года. Что могу сказать про эту гитару? Ну, во-первых, обратите внимание, может быть, не все задумываются, да, но у телека по эргономике есть определенный нюанс, да, связанный с тем, что классическая именно форма телекастера, вот, она без скоса, да, здесь идет. То есть руку вот так вот класть, ну, не очень удобно, да, то есть вот предплечье, оно постоянно как бы такое немножко в напряжении, не может расслабиться, это не всегда хорошо. Здесь для этого сделан скос. Вот, в стратах, суперстратах, да, уже этот скос есть. Но так или иначе, это классика, да, многие ее любят, и я ее люблю в том числе, и считаю, что у этой гитары прям свое неповторимое звучание, своя харизма. Звук очень такой твенговый, пробивной, резкий, при этом достаточно глубокий. Единственное, что могу сказать, что этому звуку не хватает плотности. Да? То есть, если у Ibanez, да, плотность присутствует, не хватает именно глубины, вот, то здесь именно не хватает плотности. Звук глубокий, но он такой, как будто бы тоненький, да, вот, тоньше, ну, более стеклянный, что ли, потому что здесь все-таки синглы. Вот. Ну, из плюсов, да, это очень надежная гитара в том смысле, что если у вас порвалась струна, если вам нужно перестроиться в другой строй, здесь нет машинки, да, здесь обычные колки, вот, вы быстро все это сделали, там за минуту, да, заменили струну или перестроили в другой строй, вообще без проблем. Вот, эта гитара меня никогда не подводила на концертах. Она также неплохо держит строй, именно опять-таки за счет того, что здесь нет никакой машинки. Вот. У нее, хотя нету никаких там супер-пупер колков или топ-локов, но так или иначе это не мешает ей хорошо держать строй.
Вот. Хотя со временем, да, строй уходит. А вот если строй правильно настроен на Флойде, да, то он сохраняется гораздо дольше. Но опять-таки вы это видели в видео. Могу сказать, что тон здесь отлично работает. Это, наверное, одна из таких немногих гитар, где я тоном пользуюсь просто с удовольствием. И он работает именно так, как нужно. Вот, прям с завода. И опять же, да, на ней можно играть тоже разную музыку, и рок, и фанк, и джаз. Вот. Единственное, что, говорю, в некоторых случаях может не хватить плотности. Поэтому, если вам нужен плотный такой объемный звук, обволакивающий, да, все, то, ну, не ждите от телека. Он вам не даст, именно потому что тут нет ни хамбейкера, ничего. Вот. Ну, вот она звучит как бы по-своему. Вот, за это мы ее и любим. Погнали дальше. Ну, что касается недостатков, да, конечно же, я не сказал про недостатки. По поводу плотности звука я вот отметил, да, этот недостаток. И также еще есть один недостаток, это вот доступ, например, к верхним ладам. Вроде бы как все хорошо, вырез-то есть, да, видно. Но здесь за счет пятки, за счет вот этой вот пятки, да, грифа, ну, то есть за счет места крепления даже грифа, вот, не за счет пятки, место крепления грифа, неудобно здесь работать, вот честно вам скажу, неудобно. Вот, и ладов иногда все-таки не хватает. Ну, дальше. Ну и последним у нас идет PRS Custom 24. Американец, как, впрочем, и телек. Да, телек тоже был American стандарт. Вот. Это американец, кастомная модель, считается как бы уже из такой, там, можно сказать, премиальной, да, линейки PRS. Конечно, это не private stock, но так или иначе, да, эти гитары уже не дешевые, уже считаются высокого уровня. Вот, давайте же про нее поговорим. Ну, скажем так, все начиналось с мечты, да, о том, что когда-нибудь я себе куплю PRS, и, ну, мечты нужно исполнять. Вот, собственно говоря, что мне в ней нравится, что не нравится. Сразу же к плюсам и минусам. Нравится звук. Из всех вот этих вот гитар это самый универсальный звук. Я на ней играю вот практически все последнее время, да, и провожу именно за ней. Почему? Потому что я могу на ней играть и что-то легкое, там и там под акустическую музыку могу сыграть, да, то есть у нее хороший чистый звук, вот. И могу в том числе там рок сыграть и там металл даже, да, какой-то попробовать поиграть, потому что у нее есть вот эта острота, да, резкость, вот, глубокий бас при приглушке, когда играешь. Вот, то есть она очень универсальная, этим она мне нравится. Звук глубокий, плотный и теплый. Вот если его описать, да, такими словами, вот, которые понятно, опять-таки, только гитаристам, наверное, потому что такое теплый звук, да, не все понимают. Но так или иначе. По поводу грифа. Здесь гриф тоже очень удобный, он сделан лучше, чем у телека, да, у него здесь есть вот такой скос, вот, он вклеен. Кстати, по поводу сразу же грифа, он сделан это целиком, да, единая, как бы, единая палка, грубо говоря, один кусок дерева. И также один кусок дерева это корпус весь. В отличие от вот прошлых гитар, где были корпус из 3 кусков везде, да, а грифы, ну там, в зависимости, грубо говоря, там из 5 там кусков и так далее. Значит, за счет этого, конечно, может быть и достигается этот звук. Многие люди не верят, конечно, в тон вуд, ну, то есть во влияние дерева на звук. Я больше верю, да, чем не верю, но я обязательно проведу эксперимент, запишу видео и выложу его здесь. Вот, поэтому подписывайтесь на мой канал и смотрите новости. Вот, у нас есть уже с одним товарищем из моей группы договоренность. Мы возьмем кучу разных наших гитар, одинаковых, причем у нас есть телеки. Будем переставлять на них разную электронику, и вы, в общем-то, увидите, да, что из этого выйдет. Вот. Поэтому мы надеемся ответить на вопрос, насколько все-таки дерево, да, влияет на звук. Ну, во всяком случае, для себя мы как минимум сделаем какие-то выводы, а вы уже смотрите и делаете выводы сами. Значит,
вернемся, да, что мне здесь не нравится. Да, про звук я сказал, про то, что она вполне удобная, тоже, да, я сказал, достаточно удобная. Ну, может быть, доступ к самым последним двум ладам тоже, ну, как-то не очень удобен. Вот, потому что, ну, не хватает чуть-чуть тут среза лично мне. Значит, что из минусов? Ну, первый минус, самое основное, это надежность, как ни странно. Вот вы когда смотрите на эти гитары, да, вы думаете, о, цельный кусок, классный там топ и так далее. Наверное, никогда не задумываетесь, да, о том, как влажность, как погода может влиять на цельные куски дерева. А влияют они очень-очень сильно. Когда я приезжаю на какой-то концерт с этой гитарой, мне приходится, ну, не знаю, минут 30 просто ее достать, чтобы она где-то стояла, или поиграть на ней, разыгрывать ее, потому что строй за эти 30 минут будет плыть, пока гитара, грубо говоря, не стабилизируется, вот к тем, не привыкнет к тем условиям, где ее используют. Вот, поэтому есть такой нюанс, да. У этих гитар такого практически нету, потому что там склейка, и склейка как раз обеспечивает то, что если у вас там происходят какие-то, ну, влияния дерева, да, то обычно за счет того, что склейка происходит, они компенсируют друг друга. Здесь такого не может быть. То есть в студии она замечательна, вот, а вот на выступлении она может подвести, да, действительно, у меня была один раз такая ситуация, что я взял вот эту гитару и вот эту, и играл в итоге весь концерт на телеке, потому что он рабочая лошадка, а это иногда подводит. Вот. Во всем же остальном гитара отличная. Вот. Я думаю, что дальше будет интересно сравнить их по звуку, да, вот, потому что они говорить, давайте их послушаем. Ну и потом вернемся как бы к выводу.
Ну а теперь еще один небольшой бонус к этому обзору. Вы, наверное, видели, там на заднем плане стояла гитарка. Это Greg Bennett. Модель, фиг поймешь, какая модель, сделанная в Индонезии. Made in Indonesia. Ну, мы возьмем ее и попробуем сыграть все то же самое на ней. Да, гитарка как бы стоит там, пылится, у нее есть какие-то косметические недостатки. Но давайте ее послушаем, почему бы и нет. Не понимаю, в чем прикол. Еще раз. Кошмар какой-то. Не знаю, может быть, видно, но машинка поднимается вместе с этой нотой.
Итак, друзья, вы послушали, в принципе, все такие небольшие заготовочки. Наверное, немножко сложно понять по ним, да, как все-таки звучат эти гитары, чем они отличаются. Я постарался их выделить, чтобы было более понятно. Но, конечно, вот обратите внимание, когда вы слушаете, особенно вот на какой-нибудь на плюс, да, вот эту записанную гитару, или там даже на минус, в принципе, то, ну, вы большой разницы такой, да, не замечаете. То есть разница, конечно, они просто все звучат по-разному. Ну, нельзя сказать, что как бы какая-то из них там намного хуже или лучше и так далее. Вот. Но когда вы слышите их отдельно, да, то вы уже слышите вот как бы слышите особенности, да, у каждой гитары. Вот. И здесь стоит понимать, что звук, в принципе, песня, она складывается вот из кирпичиков. Поэтому, если вы берете какой-то, грубо говоря, там минус или плюс, где там все идеально записано, сведено и так далее, и пихаете свою, грубо говоря, там говняную гитару, небольшую какашку такую подкладываете туда, то, ну, разницы на слух вы как бы, ну, особо не заметите. Ну, типа, знаете, за разряда, ну, да, там что-то, грубо говоря, подванивает, но не так сильно, особо незаметно. Вот. Ну, если это, грубо говоря, не совсем говно говничное и еще и не настроенное, например, совсем. Вот. У этой, кстати, гитары вообще совершенно убитые струны. Я честно вам признаюсь, там у всех этих гитар я струны не менял перед началом записи. В принципе, наверное, делал это даже, может быть, отчасти специально, отчасти и не очень-то и хотелось. Вот, но специально, потому что даже вот, я говорю, вот гитара, вот такая гитара с убитыми струнами, да, ну как-то, типа, звучит как-то, знаете, вот. Поэтому, если вы складываете вот из этих кирпичиков, вот берете отдельно, например, хреновую гитару, хреновый бас, вот, еще барабаны записывайте, например, с одного микрофона их снимаете. И вот попробуйте это все дело сложить, свести, и вы понимаете, что в итоге получится какая-то, ну, вот теперь уже точно какашка. Вот. Я не говорю, что там дешевые гитары все плохие. Вот этот, например, экземпляр его там отбирали, слушали хорошо, и поэтому он в целом звучит на фоне других, ну, неплохо вполне. Но есть ведь совсем, как бы, фиговые экземпляры попадаются. Вот, поэтому здесь нельзя сказать, что типа, можно взять абсолютно любую, какая разница, все равно на слух как бы ничего не слышно. Вот. Ну, слышно будет на слух. Конечно, например, каких-нибудь там клубах дерьмовеньких, вот, где плохо все отстраивают, плохо слышно, плохая акустика. Естественно, никто там не разберет особо там. За исключением того, если вы, грубо говоря, приедете, там, у вас, ну, очень такая хорошая, хорошо подготовленная группа, и либо у вас там человек, который разбирается во всем этом деле, там, в звуке и так далее, да, умеет настраивать вас, либо какой-то собственный звукач, либо вообще какой-то там свой микшерный пульт вы привозите, где уже все подстроено, и фактически там под разные там вариации, комбинации сохранены готовые там настройки, то вот в этом случае есть, конечно, такой шанс, что вы хорошо разведете там гитары и так далее, и тогда вашу грязь из вот этой вот гитары будет слышно. Но я почти на 100% почему-то уверен, что у тех людей, кто вот знаком со всем этим, или у кого там свои настройки, свои микшерные пульты, явно, ну, не такие гитары. Вот. Поэтому, ну, сами понимаете. Вот, давайте ближе к телу, так сказать. В общем-то, что с этой гитарой? В принципе, как бы тут вот 22, по-моему, лада. Да, вот 19, 21, 22, да. Вот. Играть на ней более-менее ничего так, но я каждый раз чувствовал какой-то дискомфорт. Во-первых, потому что я не привык к таким струнам, я их то перетягивал, то не дотягивал, они другого совершенно калибра. Точнее говоря, нет, они там стоят, по-моему, стандартные 1046. Но проблема в том, что у этой гитары, если не ошибаюсь, гибсоновская мензура, и я не чувствую вот как бы эти струны здесь, то есть для меня они какая-то фигня, я вообще не могу их контролировать. Вот, поэтому вы так, наверное, много, в принципе, косяков могли там услышать. Ну, надеюсь, что не особо сильно услышали, но все равно.
Вот, я их чувствовал каждый раз, и каждый раз я понимал, почему это происходит. Вот, либо, ну, во-первых, разные гитары, то есть, когда ты привыкаешь играть на какое-то одной более-менее, да, то быстро менять их, брать одну, потом вторую, потом третью, и играть какую-то там партию вот такого вот плана. Ну, я, наверное, еще не достиг такого уровня, чтобы так делать. Вот. Ну, во всяком случае, я буду стараться и пытаться это сделать. Поэтому, как бы, мне было сложновато перестроиться, как бы, с одного грифа на другой, на третий. Еще тут струны разные, еще там где-то 22 лада, где-то 24 и так далее. Вот. В принципе, вот она очень даже неплохая. Здесь написано, что это некоторая ультраматик, написано Грег Беннет, да. Вот. Могу порекомендовать, если там есть вообще где-то, вы увидите в продаже, там будут дешевые модели. Там на бэушке, например, кто-то скидывает там свою из разряда я купил, 2 месяца позанимался и решил ее продать. Вот. Ну, это просто примерно такая же история с этой гитарой была. Вот, поэтому, в принципе, вы можете взять, ничего так, гитара, фиксированный бридж, с которым ничего не случится. Вот, обычные колки, ну, а как бы колки и колки, как говорится. Вот, строй более-менее она держит, более-менее. Конечно, для фиксированного бриджа у нее, честно говоря, по строю не хватает стабильности. Но я могу здесь ошибаться. Почему? Потому что струны тут убитые. Непонятно, то есть это может быть именно проблема в струнах. Друзья, для этого видео есть продолжение. Смотрите вторую часть, где я немного более подробнее в процессе записи рассказываю об этих гитарах. И еще один небольшой тизер. В следующем видео я постараюсь сделать обзор вот на эту гитарку, которую я держу. Очень красивую такую. И мы ее постараемся сравнить, как сможем, да, насколько это возможно, с обычной РГХой. Ну, обычная, престижная, да, престиж серия. Ну да, это не J-Custom. Но да, фактически обычная РГХа, назовем ее так. Вот. Сравнить ее с вообще просто не РГХой, даже не знаю, как это назвать. Хотя нет, это тоже РГХ. С другой РГХой. Вот, еще более обычный. Посмотрите видео, сделайте свои выводы, какая вам больше понравится, напишите в комментарии. И еще одно видео будет на подходе потом. Оно будет довольно-таки интересное. О результатах гадать сложно. Потому что мы с одним моим знакомым, хорошим другом, Даниилом Леоновым, ссылку на его канал оставляю вот здесь вот. Обязательно подпишитесь на него и посмотрите его видео. Он вот такой вот чувак. Мы запишем видео сравнения разных гитар. Гитары будут одни и те же, да, но это будет просто, грубо говоря, телекастер и другой телекастер. Но при этом мы будем вставлять одну и ту же электронику. Придется использовать одни и те же струны, чтобы сравнение было более честным. Если они фактически полностью одинаковые, влияет ли дерево, да, на звук гитары? Сравним, ну и дальше увидим результаты. Это будет интересная работа, достаточно объемная, мы вот к ней сейчас готовимся. Поэтому подписывайтесь на канал. Подписывайтесь, лайки ставьте. Что там, пишите что-нибудь там внизу. Задавайте вопросы. А также напоминаю, что если вы хотите предоставлять какую-либо помощь мне, неважно абсолютно в каком виде, а также смотреть больше хороших, интересных, честных обзоров, напишите мне в личное сообщение ВКонтакте. Ссылку вы найдете внизу в описании. В заключение хотелось бы отметить, что каждая из этих гитар по-своему в чем-то хороша. У каждой есть своя изюминка, да, которой нету в другой гитаре. Например, да, PRS, да, она отличная гитара. По звуку она мне нравится больше всех. При этом, да, у нее не такая высокая надежность, как, например, там, ну, двух других гитар, да. Вот. Опять же, если мы берем Ibanez, многие скажут, что Ibanez это фу-фу-фу, слышал я такое вот. Но лично для меня, во-первых, это знак достаточно высокой надежности, потому что 5-кусковой гриф делает свое дело.
Флойд достаточно неплохо, да, держит строй и долго, и хорошо. Если вы не собираетесь перестраиваться, да, вот, на концерте, то вообще никаких проблем. И по звуку, да, нюанс. То, что, например, да, у нее не такой глубокий может быть звук, как у других гитар, но зато у нее есть вот это вот прям очень высокий сустейн, да, и вот эти визжащие звуки, визжащие вот ноты, они очень круто звучат прям на этой гитаре. Мне очень этим она нравится. Ну, для соло, для солика вот просто отлично. Ну и, соответственно, телек. Классика жанра. Вот. Классика, которая никогда не устаревает. Мне она этим и нравится. Да, есть какие-то нюансы, да, с эргономикой. Не такой он удобный, да, как вот PRS или наш Суперстрат. Вот. Однако, да, при этом он очень надежен. Вот. В нем, если даже что-то случится, да, вы всегда сможете легко там и струну поменять, и строй перенастроить. Вот. Поэтому он, скорее всего, вас никогда не подведет. Да, не хватает плотности звучания, да, но зато вот у нее есть по звуку, да, нюанс, у нее есть вот твенговый такой острый звук, пробивной, вот, который круто звучит в джазе, в фанке, такой чёст на ней классно, да, играть, по сравнению там даже с тем же вот PRS, да. Поэтому нельзя сказать, что как бы какая-то из этих гитар гораздо лучше, какая-то гораздо хуже. Вот, все это очень, ну, большая вкусовщина, да. Что касается того, что какую гитару вообще там рассматривать, лучше покупать и так далее, да, что будет неплохим рабочим вариантом, в принципе, это любые гитары, да, среднего ценового диапазона. Вот. Сейчас средний ценовой диапазон, ну, я лично, да, считаю, это где-то примерно там 40, 50, 60, 70 тысяч долларов. Фу, 70 тысяч долларов, 1000 рублей, да, это то есть $1000, я хотел сказать. Вот. Примерно $1000, да, это вот я считаю, что на данный момент, на 2021 год, да, это примерно вот средний ценовой диапазон. За эти деньги вы сможете посмотреть и даже какого-то американца, вот, бэушного, японца и даже там нормальную Корею, Индонезию взять. Вот. Можно попробовать поискать и гитары дешевле, да, но просто их сложнее будет найти. Вот. Поэтому, ну, как говорится, берите, слушайте, играйте обязательно, да, обязательно проверяйте вот, гитару. Выбирайте не тем, что, вот как я это, например, выбирал, там мой любимый исполнитель играет на этой гитаре, значит, если я куплю эту гитару, я буду так же звучать. Нет. Нет. Ну, то есть вы можете приблизиться, да, к этому звуку, но все дело в ручках. Вот. Ну и второе, да, это в усилителе и так далее, да, то есть там много на самом деле чего, что влияет на звук, вот, и почему у ваших любимых исполнителей такой звук. Вот. Поэтому выбирайте в первую очередь ушками. Ну, я думаю, что на этом я все, что хотел сказать. С вами был Алекс. Будут вопросы, пишите. Всем пока!